Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. В начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, стянула несколько дивизий к границам Варшавского герцогства, что было воспринято Наполеоном как военная угроза по отношению к этому герцогству. Стремясь укрепить свое влияние в Европе, Наполеон решил быстро раздавить Россию, своего весьма ненадежного союзника. В 1812 году Бонапарт вторгся в русские земли с 500-тысячной армией. Поскольку численность русских войск, разбросанных по огромной территории, была наполовину меньше, командование выбрало единственно правильную тактику отступления вглубь страны, в которой ускоренными темпами формировались отряды ополчения. Поэтому французский император никак не мог нанести врагу решающий удар. Он желал быстрой победы над русскими, которая заставила бы императора Александра согласиться на условия мира, навязанные Францией. Но под Витебском, а затем под Смоленском, численно уступающая армия русских каким-то чудом вырвалась из лап Наполеона. Наполеон продвинулся вглубь России, но за несколько месяцев его солдат подкосили болезни и измотала усталость. От первоначальной численности ведомых Францией европейских войск осталось около половины, а лето уже подходило к концу. Наконец, в 125 километрах от Москвы, возле деревни Бородино, русские решили дать оборонительный бой. Этого боя можно было избежать, сразу сдав Москву и выиграв время, чтобы собрать больше подкреплений. Но генерального сражения под Москвой требовал царь и русское дворянство. Итак, русская армия под командованием 67-летнего генерала Кутузова заняла оборонительные позиции вдоль двух главных дорог, идущих из Смоленска в Москву. Первая армия генерала Барклай-де-Толли была на правом фланге, прикрываемая с фронта неглубокой рекой Колочь. Вторая армия князя Багратиона находилась на более открытом левом фланге, поэтому была усилена крупным земляным валом Большим редутом, а также оборонительными насыпными флешами. Еще один передовой редут у села Шевардино должен был временно задержать наступление врага. Армии Кутузова состояли из 121 тысячи солдат и 680 орудий. У Наполеона было около 130 тысяч солдат и 585 пушек. Наполеоновская армия тогда была самой опытной и самой прогрессивной в Европе. Однако после разгрома в битве под Аустерлицем русские модернизировали свою армию на французский манер. Русским солдатам тоже хватало боевого опыта, поскольку войны Россия вела беспрестанно. Количество французской артиллерии было чуть меньше, но она была более дальнобойной и более мобильной, чем русская. И это сказалось на потерях в живой силе. Наполеон сразу заметил редут у Шевардино и приказал немедленно его захватить, желая создать там плацдарм для последующего наступления. Атака была проведена 5-й дивизией 1-го корпуса при поддержке польского корпуса на юге. Редут несколько раз переходил из рук в руки. Но поздним вечером русские утратили свои позиции, и редут оказался в руках французов. Захват редута унес жизни около 4000 французских солдат, а русские потеряли 6000. Весь следующий день обе стороны потратили на приготовление к битве. Командующий первым корпусом маршал Даву обратился к Наполеону с просьбой позволить ему совершить крупный маневр на южном фланге. Но Наполеон отверг эту идею, поскольку труднопроходимая местность не позволяла совершать быстрые маневры, и начал готовиться к лобовой атаке на русские позиции, направивший главный удар в их центр и на левый фланг. Битва началась 7 сентября в 6 утра с артиллерийского обстрела французами русских позиций. 4-й корпус Эжена направился в деревню Бородино, которую удерживали русские егеря императорской гвардии. Захватив деревню, его пехота пересекла реку Колочь и направилась в сторону Большого редута, но была отброшена назад, понеся тяжелые потери. Русские сожгли мост через реку, но не контратаковали, поэтому у Эжена была возможность разместить там свои орудия и открыть огонь по флангу Большого редута. В центре 1-й корпус Даву, находясь под сильным огнем, начал продвижение в сторону Флеши. Тем временем на правом фланге польский 5-й корпус, получивший приказ занять деревню Удицы, застрял в лесах и во врагах.
Его медленное продвижение по плохой дороге позволило третьему корпусу Тучкова послать дивизию на север на подмогу обороны Флешей. Кутузов, находясь в своем штабе в селе Горки, предоставил своим подчиненным право самостоятельно принимать тактические решения. Спорившие ранее по поводу общей стратегии Барклай и Багратион в час нужды забыли о распрях. Увидев, как французский авангард сокрушает оборону русских по центру, Барклай приказал генералу Багоуту и его второму корпусу помочь Багратиону. Французы захватили один из земляных валов, но вскоре были выбиты оттуда русской контратакой. Сам Даву был ранен в той атаке, но отказался покидать поле битвы. Когда русская кавалерия контратаковала, маршал Мюрат лично повел французскую кавалерию в бой навстречу врагу. Третий корпус Нея присоединился к атаке на Флеши. Но кавалерийская атака русских кирасиров вынудила Мюрата укрыться в каре Вюттенбергского полка. На юге польская пехота в итоге взяла Утицы, но при отступлении русские успели ее поджечь. Подкрепление генерала Багоута, призванное укрепить фланг русских, прибыло как раз вовремя. Около 10:00 Эжен начал еще одну атаку на Большой Редут. Он на короткое время был захвачен первой дивизией Моронда, но позже их выбила оттуда контратака русских. 27-летний командующий русской артиллерией генерал Кутайсов был убит во время одной из этих контратак. Бои вокруг земляных Флешей становились все ожесточеннее. Французы совершили около 6 атак, при этом было задействовано 45 000 солдат и сотни орудий с обеих сторон, нещадно стрелявших по плотным солдатским рядам. Французская пехота неоднократно занимала русские позиции, но была отброшена назад в результате штыковых контратак. Генерал Багратион был очень близок от места битвы за Флеши и лично вел подкрепление вперед, отдавая приказы. Около 10 часов его ранило осколком в ногу. Смертельно раненый, он был унесен с поля битвы. Потрясенная потерей любимого отважного командира, изнеможенная русская пехота начала отступать, и французам удалось окончательно взять Флеши. Позже маршал Мюрат повел вперед силы Фриана, резерв первого корпуса, а по флангам их прикрывала тяжелая кавалерия. Русские гренадеры сформировали каре, чтобы отразить нападение французских кирасиров. Тем временем их собственные конногвардейцы бились с французами в ожесточенной рукопашной схватке. Обе стороны понесли тяжелые потери. Русские упорно сопротивлялись, но совместный натиск французской артиллерии, кавалерии и пехоты было невозможно сдержать. Когда русские отступали, пехота Фриана пробилась к деревне Семеновской. В центре русской обороны возникла сумятица. Казалось, что вот-вот начнется бегство. И в этот момент Наполеон не нанес решающий удар. Большую часть дня он находился в своем штабе под Шевардином. По словам очевидцев, болезнь и усталость сделали его слабым и раздражительным. Когда русский центр прогнулся, Мюрат и его приближенные призвали Наполеона отправить в бой свой последний резерв, императорскую гвардию. Но Наполеон отказался. В это время Барклай продолжал передвигать русские войска с незадействованного правого фланга в сторону центра для его поддержки. Когда 4-й корпус Остермана Толстого прибыл в центр, французы подумали, что враг планирует атаку по центру. После этого Наполеон приказал артиллерии генерала Сорбьера продвигаться дальше вперед, и его батарея открыла шквальный огонь по врагу. Несмотря на то, что русские понесли большие потери, их пехота сохранила свои позиции. На правом фланге русских было затишье, поэтому командующий донских казаков генерал Платов предложил провести атаку в сторону слабозащищенной деревни Бородино. Такое разрешение было получено, и Платов совместно с генералом Уваровым повел 8000-е войско казаков и другой кавалерии через реку Колочь. Они обрушились на французско-итальянские силы возле Бородино, посеяв панику и неразбериху в рядах врага. Однако 3-й кавалерийский корпус Груши сумел отбросить русских обратно за реку. Русское командование сочло этот рейд упущенной возможностью, но рейд все же заставил французов отложить свою следующую атаку на 2 часа и убедил Наполеона придержать свои резервы. Бонапарта также обескураживало небольшое число захваченных русских пленных, которые дрались насмерть, причем большинство своих раненых они уносили с поля боя. Около 15 часа французы организовали самый крупный штурм Большого Редута.
В то время русские артиллеристы сфокусировали огонь по наступающей французской пехоте, позволив кавалерии французов обойти редут по флангу и атаковать с тыла. Саксонская кавалерия первая ворвалась в ряды пехотинцев и артиллеристов, перебив их всех до одного. После успеха у редута Эжен приказал всем свободным кавалеристам продвигаться вперед, используя удачный момент. Но его кавалерия встретила отпор последних остатков кавалерийского резерва русских. Эжен умолял Наполеона использовать императорскую гвардию, но, как и прежде, Бонапарт ответил отказом. К 5 часам вечера обе стороны находились в состоянии полного изнеможения. Поле битвы было усеяно мертвыми и ранеными. Некоторые пехотные батальоны едва насчитывали треть своих бойцов. Уставшая кавалерия двигалась рысью, орудийные расчеты падали обессиленными. По мере приближения сумерек бои медленно угасали по всему полю битвы. Наполеон и его армия ожидали продолжения битвы на следующий день, но к утру оптимистичный в начале Кутузов, осознав величину ужасных потерь, приказал трубить отступление, тем более, что по данным разведки французам шло подкрепление. Потери с обеих сторон были катастрофическими. Русские потеряли около 44 тысяч солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести, всего треть армии. Французы около 30 тысяч солдат, в том числе 49 генералов, четверть армии. Битва при Бородино оказалась самой кровопролитной за все время наполеоновских войн. Русская армия была не способна продолжать битву, пока не восстановит свои силы. В итоге Кутузов сдал Москву. 15 сентября, через неделю после победы, Наполеон вошел в древний русский город и обнаружил его почти безлюдным и полыхающим в огне. Далее последовало бесславное отступление Бонапарта и гибель практически всей его армии.